Всех приветствую, друзья, с вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас The Ants сегодня. Ребят, ну что, продолжаю я развиваться в своем муравейнике, так сказать, королевство у нас 183. И, ребят, игра мне напоминает Clash of Kings 14 годов. Тут, ну, прям та же атмосфера, все вообще, монстров фиг убьешь, ну, в принципе, очень интересно. Теперь я уже могу с вами поделиться о первоначальном развитии, как нормальный старт сделать для себя. Во-первых, ребят, самое главное, это также спасибо моим подписчикам, кто меня смотрит, и игрокам из этой игры, кто мне давал советы. Во-первых, когда вы начинаете игру, первым делом, ребят, старайтесь поднять для себя склады. Чем выше ваши склады, вот они здесь находятся на все виды ресурсов, а у вас есть это еда, вода, листья, грибы, то торф, грунт и мед тли. 6 видов ресурсов, 7. Ну и плюс 8 бриллианты, это типа как золото, уникальная валюта во всех играх. Вам нужно их больше заполнения, сразу же поднимайте склады, насколько это возможно, из уровней. Вот у меня не стремитесь там матку быстро качать, потому что, ну, тупо потом просядете в развитии и не сможете нормально развиваться. Вот склады поднимайте и также все производящие ресурсы фермы. Ну, это именно вот ресурсы воды, ресурсы там еды, грибов и так далее. Дальше, ребят, что могу вам сказать? Наука здесь тоже имеет очень большую роль. Вот у нас здесь форт эволюции, здесь есть науки разные, быстрое производство. Вот я ее сразу же выкачал в самом начале на максимум. Это мне дало нормальный такой прирост в самом начале. Во-первых, я со 100% уверенностью каждый день могу сделать себе спешка, видите, 100%, и получаю сразу же 6400 ресурсов на всех видов вообще. И меня это, в принципе, очень сильно спасает, когда нет ресурсов что-то сделать. Включаю спешку и сразу же могу получить нужные мне ресурсы. Оно работает везде. Также здесь вот у меня 31% уровень. Это я вчера их как бы потратил, они со временем растут с каждым днем. Но ежедневно я могу собрать стопудово все ресы вообще, которые у меня есть, кроме тли. Она не собирается. Так, дальше, ребят, что могу вам сказать? Я вас продолжаю агитировать в эту игру, реально, если у вас Clash of Kings не получается, ну и устали вы от игры, создавайте здесь себе аккаунт, летите ко мне, будем вместе здесь развиваться и играть. Я эту игру буду делать, буду по ней ролики делать и развиваться. В принципе, она мне реально очень понравилась. Здесь есть русский альянс, гораздо сильнее нас, я как бы по незнанке написал одному человеку, типа, пойдем к нам, они уже как бы злостно к нам настроены. Ну, ладно, так сказать, посмотрим, что будет дальше, как я разовьюсь. Вы знаете, как я играю, я намерен развиться здесь нормально, так сказать. Тут есть у нас карта, вот у нас огромная карта, в принципе, ну, как во всех играх такого типа королевства, справа, слева, сверху, снизу. В центре у нас есть трон, за который будет битва. Выглядит трон вот таким вот образом, такое вот дерево. За него можно бодаться. Здесь также посты имеются, король, там, короля, базовый, ну и все в этом роде, короче. Пока до этого вообще далеко. Здесь развитие строений и так далее. В принципе, в Альянсе есть рейды на монстров, есть обычные монстры. Тут как поисковик во многих играх нажимаете, допустим, вот есть виды. Каждый монстр, которого вы атакуете, дает вам разный вид ресурсов. Допустим, божья коровка дает мясо, там саранча дает листву, улитка дает там торф, видите, там круглопряд дает песок, гнездо термитов дает нам мед. И малая ящерица это как бы рейды. Я бил первый уровень ящерицы, выиграл ее, 5-й уровень уже я развалился. Так китайцы мне пишут. Монстра я убил максимум 4-го уровня, что я смог сделать. Улитка 5-го уровня меня расшатала. Хотя, ну, я уже разобрался, в чем как тут суть. Это, наверное, будет в следующем ролике об армии, как тут что идет. Ну, вкратце скажу, у нас есть, в принципе, 3 вида войск. Соответственно, нужно тоже повышать у них казармы. Первое — это инкубатор охранников. Это муравьи с большой башкой, так сказать, защитники, которые, ну, на себя, ну, танки, грубо говоря, больше на себя защитную роль принимают. Инкубатор стрелков — это муравьи атакующие, агрессивные муравьи, которые, ну, атакуют, в атаке больше всего урона наносят. Возможно, я что-то ошибаюсь, кто, ребят, в эту игру играет, больше знает, советуйте мне, потому что я что-то, может, динамику неправильно говорю. Ну и третий вид —
Это муравьи-работники, так сказать, носители, которые таскают ресы туда-сюда, все делают, ну и защищают наш муравейник во время атаки на него. Я выбрал тактику это. Сделал вот я на данный момент свою муравьиху главную 9 уровня, подниму все постройки до 9 уровня, только тогда пойду на 10. Тактика это моя, как с Clash of Kings, когда я качался, у меня был, я помню, замок 29 уровня, у людей был P5, и я на нем спокойно разносил, не парился. Так что я думаю, что здесь то же самое, как и во всех играх, не стоит торопиться, а, так сказать, не нужно делать коробку, главное начинку нормально сделать, а не тупо коробку выгнать. Вот. Такой вот, ребят, ролик. Приглашаю вас всех. Королевство, ну, реально недавно появилось. Есть смысл в нем играть. Как бы люди тут по 5, по 7, по 8 дней играют. Но я вот третий день играю. Ну и вас приглашаю. Наш альянс называется Clara Sky. Кто играл в Stalker, тот знает, о чем я говорю. Чистое небо, так сказать. Пока что в альянсе у нас 50 человек. Точнее 46, вот. Сила у нас 623. Вот так вот. Есть у меня R4, активные ребята. Кто-то пришел с канала, кто-то так присоединился. Ну и вот нам предлагают еще вступить. Будем их брать, разбираться, так сказать. Ну, нужны, ребят, люди, так сказать. Все, всех жду. Пишите. Поиграем в эту игру с вами. Так, хотя еще вам покажу один момент. Так, по поводу матки, короче, сразу же, ребят. Изначально, когда вы начинаете игру, здесь у него на 7 уровне можно выбрать повадки. Так вот, я повадки вначале выбрал вот такие вот садовод, чтобы больше развиваться, так сказать, все равно в щите сижу. Но я не знаю, как будет лучше за захватчик, атакующий будет больше жанр, или вот за техник. В этом я не преуспел, не могу вам ничего комментировать. Когда более-менее разберусь, я буду говорить, я начал на садоводе. Ну и в принципе, реально, по ресурсам у меня все всегда в достатке. Играю так, что, ну, по КД могу запускать науки. В принципе, не хватает мне только одного вида, это вот тли вот этой. Меда вот этого, так сказать. Всего остального у меня в достатке и могу качать науку по КД. В принципе, ребята в альянсе говорят, что ресурсов не хватает. Но посмотрите на меня, у меня практически все шкалы заполнены. И я считаю, что это такой, ну, нормальный старт, как мне кажется. Тут сложно качать науку, реально нужно много ресурсов, много людей в альянсе. От этого зависит вообще все здесь. Наука в альянсе, все это тут имеется. Вот тут так, зарплата, эволюция, пожертвования тут есть. Вот у нас пока что еще ничего не раскачано, в принципе, вообще, потому что, ну, качать тяжело. Вот мы начали, вы смотрите, как долго это качается. Ну и ресурсов надо огроменное количество. Я сколько могу вкладываю. Так, потом будем смотреть. Ну, долго игра, конечно, долго здесь развиваться, но, в принципе, куда нам торопиться геймерам, так сказать, играем. Зарплата есть, которую можно собирать, кстати, каждый день. Это мне, кстати, очень нравится. Вот, в принципе, здесь показана активность нашего альянса. Активность, посещаемость и вклад. Посещаемость 20%. Активность вот такая вот. Посещаемость, потому что кто-то, ну, здесь, я так понимаю, ботов создают люди. Некоторые китайские, они заходят тупо в альянс и висят. Я их выгоняю. И, в принципе, пока, ну, у меня есть, грубо говоря, 10 активных ребят, которые постоянно играют. Группу в WhatsApp создал. Кстати, группа в WhatsApp в описании. Если же вы хотите к нам присоединиться, также вступайте в нее. Ну и создавайте, ребят, замок себе, так сказать, муравейник. В любом королевстве, где вы будете, до 5 уровня развивайтесь. У вас 2 телепорта будут в предметах в рюкзаке. И делайте телепорт в 183 королевство ко мне в альянс. Я вас приму и будем играть совместно. На этом все, друзья. Будем прощаться. С вами был Джокер. Удачи. Давайте разнесем, так сказать, этот лес. Все, всем пока.